Глава 121. Рекомендация. В тот момент, когда аура Гун Шухуна задрожала и стала нестабильной после уничтожения его аватара земного божества, снизу раздался громоподобный рев, и мощные звуковые волны прокатились по воздуху с разрушительной силой. Это был не что иное, как рев Ваджры, который Хань Ли только что высвободил в своей форме гигантской горной обезьяны. Пространство за белыми звуковыми волнами размылось и сильно исказилось, словно все пространство вот-вот рухнет. Багровый котел, парящий в воздухе, сильно задрожал перед лицом разрушительных звуковых волн и начал неустойчиво раскачиваться, а флуктуации законов, которые он излучал, также пришли в беспорядок. В этот самый момент из котла внезапно раздался оглушительный драконий рев, сразу же после чего над котлом взорвалась вспышка красного света, образовав огромное облако кровавого тумана. Сразу же после этого из кровавого тумана в небо поднялся огненный дракон длиной более 30 метров, затем он извернулся в небе, прежде чем спикировать вниз на Гун Шухуна. «Как ты смеешь уничтожить моего аватара земного божества и разрушить мой фундамент культивации? Я заберу вас всех с собой!» Взревел Гун Шухун в приступе слепой ярости, и на его лице появилось безумное выражение. Как только его голос затих, багровый свет вокруг него резко усилился, а его тело быстро раздулось, как воздушный шар, высвобождая ужасающую разрушительную ауру. На лице Хань Ли появилось мрачное выражение при виде этого, и он тут же вернулся в свою человеческую форму, прежде чем убрать свою сущность огненного ворона взмахом руки. Огненный дракон, в которого превратился Змей-3, также изменил направление и обошел Гун Шухуна стороной, увидев это. С чешуи на теле огненного дракона вырвалось сверкающее сияние вместе с огромным пространством алого пламени, которое мгновенно охватило весь остров на озере Крови, прежде чем сформировать ряд огненно-красных цветов лотоса, которые быстро расцвели. Всплеск палящих флуктуаций законов мгновенно пронизал воздух, и это было похоже на то, как будто внутри подземной пещеры открылось отдельное царство. Это духовный домен. Глаза Хань Ли тут же загорелись, когда он почувствовал происходящее вокруг него изменения. В этот самый момент внутри подземной пещеры вспыхнул ослепительный свет, яркий, как солнце. К этому моменту тело Гун Шухуна уже увеличилось в несколько десятков раз по сравнению с первоначальным размером и растаяло, как снег и лед в ослепительном сиянии. Череда сильных взрывов раздавалась непрерывно, и остров в центре озера Крови был полностью разрушен, прежде чем его мгновенно поглотила вспышка света, а затем превратила в ничто. Разрушительные ударные волны прокатились во всех направлениях, разрушив всю подземную пещеру и заставив ее рухнуть, в результате чего огромные объемы воды из озера хлынули внутрь в бешеном потоке. Над пещерой полностью опустевший и безжизненный город Красной Луны также превратился в огромные руины. Однако в пещере была область, охваченная слоем зеленого света, и она была совершенно невредима. Над этой областью парили 8 огромных кусков ромбовидного панциря черепахи, и они были соединены вместе, образуя овальный темно-зеленый световой барьер, который был совершенно неподвижен от ударных волн, возникших в результате взрывов. Внутри светового барьера Хань Ли активировал свою родословную черной черепахи, и все его тело было заключено в темно-зеленые доспехи, когда он спокойно осматривал свое окружение. Палящая аура, наполнявшая все пространство, не подавала никаких признаков угасания, и все огненно-красные цветы лотоса, разбросанные по всей области, испускали вспышки странных колебаний ауры, чтобы противостоять буйной энергии. Недалеко от Хань Ли Змей-3 уже вернулся в свою человеческую форму, и он сидел на гигантском огненном цветке лотоса, все его тело было окутано слоем красновато-золотого света. Его одежды громко развивались, когда он делал быструю серию печати руками, поддерживая свой духовный домен изо всех сил. Только через несколько минут дрожь в пещере постепенно утихала. К этому моменту большая часть огненно-красных цветов лотоса уже рассеялась, и духовный домен Змея-3 также медленно разрушился. Когда последние несколько цветов лотоса исчезли, Змей-3 спустился с неба с усталым выражением лица. Хань Ли, увидев это, также убрал окружающие его панцири черепахи и сжал кулак в приветствии Змею-3. «Поздравляю с успешным убийством Гун Шухуна, Змей-3. Вы также сыграли решающую роль в успешном завершении нашей миссии, Змей-15», сказал Змей-3, повернувшись к Хань Ли. К этому моменту холодная апатия, которая обычно присутствовала в его глазах, полностью исчезла, сменившись нескрываемым одобрением и признательностью. «Вы слишком добры, Змей-3. Я внес лишь малейший вклад». «Я, конечно же, не посмел бы считать свой скромный вклад хоть сколько-нибудь значительным», ответил Хань Ли с легкой улыбкой. «Не стоит принижать себя. В гильдии странников власть ценится превыше всего. Те, кто обладает недостаточной властью и жаждет выгод, которых не заслуживает, не могут винить никого, кроме себя, даже если они встретят свою гибель, понимаете, о чем я говорю?» Спросил Змей-3 многозначительным голосом. «Понимаю, и я обязательно запомню ваше наставление», почтительно ответил Хань Ли. «Очень хорошо. Я могу порекомендовать вас для повышения до члена гильдии более высокого уровня. Вы этого хотите?» Спросил Змей-3.
Хань Ли слегка запнулся, услышав это, а затем ответил: «Могу я спросить, что влечет за собой членство в гильдии более высокого уровня? Если это потребует выполнения еще более сложных миссий, то я не посмею согласиться, не обдумав это сначала как следует. Помимо всего прочего, если вы будете успешно повышены, вы получите возможность выпускать обычные миссии и право обмениваться ресурсами с другими членами того же уровня», равнодушным голосом объяснил Змей-3. Глаза Хань Ли тут же загорелись, услышав это, и он сжал кулак в приветствии, сказав: «В таком случае я должен буду побеспокоить вас, чтобы вы дали мне рекомендацию. У меня есть право представлять рекомендации, но гильдия пришлет посланника, чтобы проверить ваши способности и определить, заслуживаете ли вы повышения или нет. Когда это время придет, вам придется выполнить еще одну пробную миссию, но я уверен, что с вашими силами это не будет проблемой», — сказал Змей-3. Хань Ли не стал произносить никаких дальнейших слов благодарности, лишь слегка поклонился. «Хорошо, теперь, когда миссия завершена, я должен остаться на острове еще ненадолго, чтобы завершить дело. Остров Красной Луны имеет долгую историю, поэтому я уверен, что он полон драгоценных ресурсов. Вы можете отправиться исследовать остров самостоятельно, но убедитесь, что не задержитесь слишком надолго», — продолжил Змей-3. Хань Ли кивнул в ответ, прежде чем уйти, улетев вдаль полосой света. Примерно через 15 минут полоса лазурного света вырвалась из земли недалеко от города Красной Луны, а затем исчезла, открывая Хань Ли. Он стоял в воздухе и не мог не сдать легкого вздоха, глядя вниз на руины города. 7 человек сопровождали Змея-3 в город, но остался только он один, и это было достаточным свидетельством того, насколько опасны миссии гильдии странников. Гун Шухун принес в жертву бесчисленные жизни в качестве кровавой жертвы, чтобы усилить свои собственные силы, даже зайдя так далеко, что пожертвовал 4 ложными бессмертными, которые следовали за ним бесчисленное количество лет, отражая, насколько он был жесток и безжалостен, но точно так же Змей-3 был столь же жесток и безразличен к другим, когда дело доходило до достижения его целей. Однако он был прав в том, что риск и вознаграждение всегда идут рука об руку в стремлении к культивации. В культивации никогда не было легких путей, и это то, что должно быть очевидно всем культиваторам с того момента, как они решили встать на этот путь. Подумав об этом, Хань Ли покачал головой, чтобы избавиться от легкого намека на сочувствие, которое он испытывал к своим павшим товарищам. Недолго думая, он определился с направлением, в котором хотел двигаться, и умчался вдаль, как полоса лазурного света, решив не задерживаться на острове в поисках предполагаемых ресурсов. Ранее он уже тайно спрятал инструмент хранения Змея-8, и в дополнение ко всему, что он добыл до этого, это путешествие уже было довольно насыщенным. Основные ресурсы острова определенно находились во владении Гонг Шухуна, а это означало, что теперь они принадлежали Змею-3. Хотя на острове действительно должны были быть другие ресурсы, они были слишком незначительными, чтобы он стал утруждать себя поисками. Спустя 2 месяца рядом с островом Темной Вуали появилась полоса лазурного света, которая затем потускнела, явив взору Хань Ли. При виде маленького острова на его лице появилась слабая улыбка. Он только что пережил довольно опасное путешествие, но, к счастью, благополучно вернулся и достиг поставленных целей. Ло Фэн быстро вылетел с острова навстречу ему, превратившись в полосу света. «Старший Лю». Поприветствовал он его с восторженным выражением лица. Он был единственным, кому Хань Ли сообщил об этом путешествии, и все это время он день и ночь ждал в постоянном страхе, что Хань Ли постигнет какая-то ужасная участь. Теперь, когда Хань Ли вернулся целым и невредимым, его охватило чувство огромного облегчения. «Что-нибудь случилось за время моего отсутствия?» — спросил Хань Ли. «За время вашего отсутствия не произошло ничего необычного», — поспешил ответить Ло Фэн. Хань Ли кивнул в ответ и полетел обратно к своему двору, а Ло Фэн последовал за ним и сообщил ему некоторые новости, которые появились за последние пару месяцев. Одна из них заключалась в том, что остров, которым управлял Лукунь, внезапно оказался в изоляции без каких-либо объяснений. Сердце Хань Ли слегка дрогнуло, когда он услышал это, но он ничего не сказал. Лукунь упал в озеро в подземной пещере вместе с головой аватара земного божества и больше не появлялся, поэтому было неясно, жив он или мертв. Однако, учитывая сложившуюся на тот момент ситуацию, даже если бы он не погиб, то, скорее всего, получил бы серьезные травмы. Поэтому Хань Ли отпустил Ло Фэна, вернулся во двор и упал на кровать, после чего быстро уснул. Только на следующий день он встал с постели, чувствуя себя полностью отдохнувшим, и, вскинув руку, достал кучу предметов, состоящую из нескольких инструментов для хранения и сокровищ духов, а также сломанного аватара земного божества Змея-8. Сначала он осмотрел сломанный аватар Змея-8 и обнаружил, что большинство материалов, использованных для его улучшения, идентичны материалам аватара земного божества Лоумена, но главное отличие заключалось в огромном количестве драгоценных материалов атрибута ветра, использованных в аватаре Змея-8.
Несмотря на то, что эти материалы нельзя было переработать и использовать повторно, Хань Ли мог многое узнать, изучив их, и тем самым лучше подготовиться к усовершенствованию своего аватара. Подумав об этом, Хань Ли убрал аватара, а затем принялся изучать сокровища духов. После осмотра он обнаружил, что черный металлический шип Змея-16, похоже, был низкосортным бессмертным сокровищем, но кроме него, ни одно из других сокровищ не было ничем примечательным. Однако по какой-то причине, несмотря на то, что внешний шип из черного металла выглядел совершенно здоровым, он, похоже, получил довольно серьезные внутренние повреждения, и сила законов, вложенная в него, медленно вытекала наружу. При таких темпах вся сила законов, заключенная в нем, исчезнет уже через несколько столетий. Неудивительно, что Змей-16 не смог использовать его как следует. Поэтому его интерес к коллекции сокровищ сразу же угас, и он лишь бегло осмотрел оставшиеся сокровища, после чего спрятал их. В его нынешнем состоянии эти сокровища были ему не нужны. В конце концов Хань Ли подобрал инструменты для хранения и влил в них свое духовное чувство. Через некоторое время он открыл глаза, и на его лице появилось выражение восторга. Как и ожидалось, коллекции этих истинных бессмертных не разочаровали. 3 хранилища содержали множество драгоценных материалов, намного превосходящих те, что можно было найти на острове Темной Завесы. Среди них было много предметов, которые он даже не узнал, но все они определенно были очень ценными. С такими вещами ему не придется беспокоиться о ресурсах для культивации в ближайшем будущем. Он глубоко вдохнул, разделил вещи на разные категории и спрятал их, а затем поднял руку и достал нефритовую пластинку. Это было искусство культивирования земного бессмертного под названием «Высшее искусство астрального ветра», и оно идеально подходило для его нужд. Однако ему все равно пришлось следовать установленной процедуре, сначала став богом-предком, прежде чем он смог стать земным бессмертным. Следовательно, искусство культивирования было не очень полезно для него на данном этапе, но все же это был хороший ресурс для изучения. Глава 122. Испытание. Больше месяца пролетело в мгновение ика. В этот день Хань Ли сидел в своей секретной комнате совершенно неподвижно, скрестив ноги и закрыв глаза. Внезапно его веки слегка дрогнули, и он открыл глаза, прежде чем встать на ноги. В следующее мгновение он появился в воздухе над двором, в котором остановился, уже надев свою синюю маску быка. После недолгого колебания он полетел по воздуху в определенном направлении полосой лазурного света. Почти полдня спустя полоса лазурного света пронеслась по воздуху над безымянным островом, находящимся в бесчисленных километрах от острова Темной Завесы. Достигнув острова, полоса лазурного света несколько раз облетела его по кругу, а затем исчезла, открывая Хань Ли в его маске быка, парящего в воздухе рядом с небольшим холмом. Как только он появился над островом, недалеко возникли пространственные ряби, видимые невооруженным глазом, и из воздуха вышла серая фигура. Фигура была в красной маске, и все ее тело было окутано слоем серого света, который скрывал ее ауру. Несмотря на то, что она стояла прямо перед Хань Ли, в его глазах она почему-то казалась чрезвычайно далекой, и он не мог как следует рассмотреть ее, как ни старался. Зрачки Хань Ли слегка сузились при виде этого. В тот момент, когда появилась фигура в маске, Хань Ли поразило ощущение, что она, скорее всего, еще сильнее, чем Змей-3. Серая фигура какое-то время разглядывала Хань Ли, а затем объявила: «Змей-15, Змей-3 порекомендовал нам рассмотреть вопрос о вашем повышении до лазурного члена гильдии. Ваших прошлых заслуг ни в коем случае недостаточно, чтобы рассматривать вас для повышения, но, поскольку Змей-3 был готов использовать на вас свою разовую рекомендацию, мне нечего сказать. Однако, чтобы обеспечить повышение, вы должны выполнить пробную миссию». Ее голос был довольно неразборчивым, и невозможно было определить ее пол и возраст. «Я понимаю», — ответил Хань Ли, кивнув. «Вот список миссий, из которых вы можете выбрать», — сказала серая фигура, перевернув руку, чтобы вызвать багровый значок. Легким прикосновением пальца странные узоры на значке загорелись, и появились бесчисленные крошечные руны, прежде чем переплестись друг с другом, образовав багровый экран свет размером в несколько метров. На световом экране появились строки мелкого текста, описывающие доступные миссии, из которых Хань Ли мог выбирать. Хань Ли не стал тратить время на слова, а сразу же направил свой взгляд на световой экран и начал внимательно читать его содержимое. Миссии были чрезвычайно разнообразными, от наблюдения за опасной областью в течение 10 тысяч лет до убийства могущественного существа, правящего определенным чрезвычайно отдаленным регионом, и сбора различных видов редких сокровищ. Все эти миссии объединяло одно: все они казались очень сложными, причем многие из них были не менее сложными, чем убийство владыки острова Красной Луны. Разум Хань Ли лихорадочно работал, когда он читал эти миссии. Учитывая его нынешние силы, некоторые миссии он мог бы выполнить, но на все эти миссии уйдет очень много времени, а время — это то, чего у него было меньше всего.
Он не хотел ждать ни 10, ни 100 лет, не говоря уже о тысячах или десятках тысяч лет. Истинное царство бессмертных, в котором он находился, было полно опасностей, и явно существовали какие-то силы, о которых он не подозревал, пытающиеся выследить его. В противном случае он бы не потерял 300 лет воспоминаний и не оказался бы в царстве духовной сферы. Он продолжал изучать список миссий, пока эти мысли проносились у него в голове, и внезапно его взгляд остановился на одной конкретной миссии. Оживить семя неизвестного духовного лекарства в течение 100 лет. Глаза Хань Ли тут же загорелись при виде этой миссии. Он не знал, какому духовному лекарству принадлежит это семя, но, учитывая, что у него есть флакон, контролирующий небеса, эта миссия наверняка не будет для него сложной. Подумав об этом, он указал на миссию на световом экране, стараясь оставаться спокойным, когда спросил: «Не могли бы вы подробнее рассказать о миссии, касающейся возрождения семени духовного лекарства?» Свет, исходящий от тела серой фигуры, слегка замерцал, и, похоже, эта просьба ее довольно сильно удивила. «Вас интересует эта миссия?» Хань Ли слегка озадачился, услышав это, а затем спросил: «С этой миссией есть какие-то проблемы?» «Нет, дело не в этом. Эта миссия была выпущена одним из старейшин нашей гильдии. Он случайно наткнулся на это семя духовного лекарства, но не смог определить, к какому духовному лекарству оно принадлежит. Кроме того, семя полностью лишено жизненной силы. По его оценкам, чтобы иметь шанс возродить семя, потребуется сила законов древесного атрибута определенного уровня», объяснила серая фигура. «Я возьму эту миссию», — ответил Хань Ли, кивнув. Серая фигура взглянула на Хань Ли и не стала задавать никаких вопросов. Вместо этого она просто убрала багровый значок, а затем достала то, что казалось белой пластиной массива, прежде чем протянуть ее Хань Ли, сказав: «Это пластина переноса предметов, и кто-то пришлет вам семя через эту пластину через несколько дней. Если вы сможете оживить семя, то отправьте его обратно, используя эту пластину, и вы выполните свою пробную миссию». Хань Ли принял пластину от серой фигуры, и в его глазах промелькнул проблеск любопытства. Он никогда не видел ничего подобного за пределами царства бессмертных. После того, как Хань Ли выбрал свою миссию, серая фигура больше не оставалась, подняв руку, чтобы выпустить вспышку серого света, которая полетела вперед, прежде чем закружиться в воздухе. Затем открылась пространственная трещина, превратившись в мутный серый пространственный проход, края которого слабо светились. Серая фигура шагнула в пространственный проход, не бросив на Хань Ли ни одного взгляда, мгновенно исчезнув в воздухе, и пространственный проход также закрылся за ней вспышкой сразу после того, как она прошла сквозь него. Глаза Хань Ли слегка сузились при виде этого, и он был весьма ошеломлен увиденным. Внутри серого света находился обычный на вид талисман с какими-то глубокими золотыми узорами на поверхности. Он мог с легкостью прорваться сквозь пространство, и Хань Ли чувствовал, что от него исходит особый вид колебаний законов, так что это явно был необычный предмет, но серая фигура, похоже, использовала его только как средство передвижения, и это, конечно же, выглядело довольно излишним. Хань Ли покачал головой, чтобы избавиться от этой мысли, а затем улетел вдаль полосой света. В ту ночь Ло Фэн с встревоженным выражением лица поспешно прибыл во двор, где остановился Хань Ли, и как только прибыл, тут же сжал кулак в почтительном приветствии, объявив: «Ло Фэн приветствует старшего Лю. Найди мне высококачественные духовные почвы, пригодные для выращивания духовных растений. Не нужно приносить мне слишком много каждого вида, но постарайся собрать как можно больше видов», — поручил Хань Ли. Ло Фэн слегка запнулся, услышав это, а затем тут же принял приказ, не задавая никаких вопросов. 3 дня спустя Хань Ли сидел, скрестив ноги, в своей секретной комнате, и перед ним парила белая пластина массива. Пластина массива вращалась на месте, издавая слабый гудящий звук. Спустя несколько мгновений из пластины массива вырвалось огромное пространство ослепительного белого света, за которым последовала серия бесчисленных серебряных рун, которые какое-то время вращались вокруг пластины массива, прежде чем устремиться к центру пластины, чтобы сформировать шар белого света. Шар белого света увеличился, затем уменьшился, прежде чем рассеяться, открывая лазурную нефритовую шкатулку размером с ладонь, парящую в воздухе над пластиной массива. Хань Ли поманил лазурную нефритовую шкатулку, притянув ее к себе, и, проведя краткий осмотр, чтобы убедиться, что все в порядке, снял крышку шкатулки. Внутри шкатулки находилось коричневато-желтое семя размером с большой палец, сухое и увядшее, напоминающее непримечательный грецкий орех. Хань Ли осторожно взял семя 2 пальцами, а затем поднес его к глазам для тщательного осмотра. Долгое время спустя он покачал головой, заключив, что семя действительно полностью лишено жизненной силы, как и сказала серая фигура. Кроме того, он не видел в семени ничего особенного, поэтому не понимал, почему, казалось бы, высокопоставленный старейшина гильдии странников пошел на такие большие расходы, чтобы оживить его. Немного подумав, он вызвал свой нефритовый значок, чтобы открыть вход в секретную зону, а затем направился внутрь, прежде чем прибыть на пустой участок земли за деревянной хижиной.
Оказавшись там, он перевернул руку, чтобы достать нефритовый таз, который поставил на землю, и таз был наполнен почвой разных цветов, испускающей сильные флуктуации духовной силы. Это был вид пятицветной почвы, которую он сам смешал из духовных почв, которые Ло Фэн собрал для него. Он не посмел бы заявить, что эта составная почва способна питать все духовные растения, но большинство духовных растений смогут жить и расти в этой пятицветной почве. Хань Ли закопал семя в духовную почву, а затем вытащил свой флакон, контролирующий небеса. С тех пор, как он в последний раз использовал флакон, прошло довольно много времени, и внутри него уже появилась капля зеленой жидкости. Он осторожно капнул каплю зеленой жидкости в духовную почву, и жидкость быстро впиталась. После этого он скрестил ноги и сел на землю, закрыв глаза, высвобождая свое духовное чувство, чтобы проникнуть в семя в духовной почве. Время медленно шло, и почти полдня спустя его глаза резко распахнулись, и на его лице появилось радостное выражение. Как и ожидалось, примерно через 4-6 часов после того, как зеленая жидкость впиталась в почву, внутри коричневато-желтого семени возник намек на жизненную силу, и этот намек на жизненную силу усиливался с чрезвычайно медленной скоростью. Сделав это наблюдение, Хань Ли покинул секретную зону и вернулся в свой двор, установив слой за слоем ограничений, прежде чем вытащить маленький флакон и положить его на землю. Была уже поздняя ночь, и звезды на ночном небе ярко светились. Бесчисленные лучи звездного света мгновенно сошлись, чтобы слиться во флаконе. Время пролетело незаметно, и в мгновение ока прошел целый месяц. К этому моменту внутри маленького флакона появилась еще одна капля зеленой жидкости, и Хань Ли тут же вылил ее на семя. На этот раз на поверхности коричневато-желтого семени начали появляться намеки на слабую зеленую окраску. 5 месяцев спустя, с применением 6-й капли зеленой жидкости, жизненная сила внутри семени восстановилась почти на 20%, а его изначально тусклая и безжизненная поверхность также приобрела серовато-зеленый цвет. Еще 3 месяца прошли таким образом, и когда Хань Ли нанес еще одну каплю зеленой жидкости на семя, на поверхности семени среди слабого треска появилось крошечное отверстие, и появился нежный саженец длиной около 2 сантиметров. С нижней стороны семени также появились несколько белых корней, похожих на шелковые нити, которые погрузились в пятицветную духовную почву. Хань Ли с любопытством наблюдал за зеленым саженцем перед собой. Он все еще не знал, что это за семя, но, судя по его нынешнему состоянию, оно определенно станет чрезвычайно замечательным духовным растением, как только полностью созреет. Семя изначально было полностью лишено жизни, поэтому самая сложная часть заключалась в том, чтобы вселить в него намек на жизненную силу и сохранить эту вновь обретенную жизненную силу. К этому моменту почти четверть жизненной силы семени уже была восстановлена, и оно постепенно достигало стабильного состояния. К этому моменту оно уже было оживлено, и все, что оставалось сделать, это перенести семя в какую-нибудь духовную почву, а затем медленно питать его подходящей духовной жидкостью древесного атрибута, и его полное восстановление было лишь вопросом времени. Конечно, без зеленой жидкости этот процесс мог бы легко занять десятки тысяч лет, но это не то, о чем Хань Ли стоило беспокоиться. Чтобы избежать ненужных проблем, он не собирался полностью восстанавливать жизненную силу семени. Подумав об этом, он вернулся в секретную комнату во дворе и, надев свою маску быка, перевернул руку, чтобы достать ту белую пластину массива. Он поместил саженец и нефритовый таз на пластину массива, а затем взмахнул рукой, чтобы активировать ограничение, заключенное внутри пластины. Из пластины массива вырвалась вспышка белого света, чтобы охватить нефритовый таз, и в следующее мгновение нефритовый таз исчез в воздухе. Глава 123. Трактат о тяжелой воде Черного моря. Хань Ли продолжал молча смотреть на нефритовый диск, парящий перед ним, не моргая, и долгое время спустя пластина массива начала издавать слабый гудящий звук. Затем из нефритового диска вырвались вспышки белого света, образовав белый массив. В массиве стояла нечеткая серая тень, и это был никто иной, как тот же самый посланник гильдии странников, который поручил Хань Ли его миссию. Я не думал, что вы действительно сможете оживить это семя, и еще более примечательно, что вам удалось сделать это менее чем за год. Старейшина, который выпустил эту миссию, очень любопытен, как вам удалось этого добиться, и он попросил меня узнать о методе, который вы использовали. Он готов обменять этот метод у вас, и вы можете назвать цену, сказала серая фигура. Боюсь, что мне придется разочаровать этого старейшину. Мне просто посчастливилось случайно получить маленький флакон со специальной жидкостью, и я использовал ее для питания семени вместе с пятицветной духовной почвой. Проведя несколько тестов, я обнаружил, что могу восстановить намек на жизненную силу внутри семени, и только тогда я осмелился взять на себя эту миссию, ответил Хань Ли с кривой улыбкой. Однако у меня было всего несколько капель этой жидкости, и я использовал ее всю, чтобы выполнить эту миссию.
Что касается метода, который я использовал для создания пятицветной духовной почвы, я с удовольствием предложу его для обмена, если этот старейшина заинтересован. Жаль. Если вы когда-нибудь снова получите этот тип жидкости, вы можете связаться со мной в любое время. Этот старейшина сказал мне, что он готов предложить вам бессмертное сокровище в обмен. Теперь, когда вы выполнили свою пробную миссию, с этого дня вы официально являетесь лазурным членом нашей гильдии. Это ваша новая маска, храните ее в безопасности. Серая фигура не стала задавать никаких дальнейших вопросов и взмахнула рукой, когда говорила. Полоса лазурного света вылетела из нефритового диска, а затем упала в руки Ханли, оказавшись лазурной маской быка. Помимо цвета, который изменился с синего на лазурный, по внешнему виду она ничем не отличалась от нынешней маски Ханли и даже сохранила номер 15 на переносице. «Спасибо, уважаемый посланник», — сказал Ханли, держа лазурную маску и кланяясь серой фигуре в массиве. Серая фигура ничего больше не сказала, и взмахом руки она исчезла на месте, после чего белый массив вокруг нее также рассыпался в воздухе. Таким образом, в секретной комнате воцарились мир и тишина. Ханли осторожно погладил плотные узоры на маске, ощущая своеобразные колебания, исходящие от нее, и через мгновение снял свою синюю маску, прежде чем заменить ее новой. После того, как он надел новую маску, она тут же начала рябить мягким водянистым свечением, а только что снятая синяя маска быка без всякого предупреждения рассыпалась в пыль. В следующее мгновение в голове Ханли всплыл отрывок светящегося золотого текста. Отрывок текста содержал метод использования множества функций маски. В дополнение к старым функциям, которые включали принятие маскировки, изменение ауры и конфиденциальную передачу голоса, он также получил доступ к некоторым новым функциям, включая выпуск миссий и обмен ресурсами с другими членами того же уровня. Запомнив все, Ханли соединил средний и указательный пальцы, а затем приложил их к своей глобелле, начав читать своеобразное заклинание. Как только его голос затих, из маски вырвалась вспышка мягкого лазурного света, очень похожего на легкий ветерок или волну ряби на воде, которая в одно мгновение распространилась по всей секретной комнате. Внутри области, охваченной лазурным светом, перед Ханли появилась проекция громоздкой пластины массива, занимавшей практически всю стену секретной комнаты. Это была квадратная пластина массива светящегося лазурного цвета, и она была усеяна сложными рунами. В самом центре массива находился круглый вихрь размером примерно с колодец, и он медленно вращался, испуская вспышки пространственных флуктуаций. Вся пластина массива была разделена на две области, левую и правую, разделенные круглым вихрем. Верхние ячейки двух областей содержали слова «миссии» и «обмен». Как раз в тот момент, когда Ханли собирался присмотреться, на поверхности пластины массива возникла вспышка золотого света, и на ее поверхности появился отрывок золотого текста, в основном состоящий из некоторых правил, которым необходимо было следовать во время обменов. В связи с тем, что обмены в гильдии должны были происходить между мирами, все выставленные на обмен предметы оценивались профессиональными сотрудниками гильдии странников, и такая информация, как их качество, сильные и слабые стороны и даже место происхождения, была изложена в описаниях, приложенных к предметам. В определенной степени это обеспечивало справедливость и открытость обменов. Кроме того, если бы какая-либо из сторон нарушила соглашение, то нарушитель понес бы суровое наказание со стороны гильдии. В серьезных случаях они могли даже навсегда потерять свое членство в гильдии. После того, как Ханли закончил читать правила, отрывок текста исчез. Ханли глубоко вздохнул, а затем продолжил осматривать пластину массива. В левой части пластины, под заголовком «Миссии», вертикально были начертаны краткие описания миссий, а после описаний этих миссий были перечислены награды за их выполнение. Мельком взглянув, Ханли увидел множество миссий, включая просьбы о поиске определенных людей, объявление о найме убийц и приглашение присоединиться к группе культиваторов для исследования секретных регионов. Предлагаемые миссии были очень разнообразными, и награды также варьировались в зависимости от сложности миссий. Напротив, содержание раздела «Обмен» в правой части было немного сложнее. Предметы, выставленные на обмен, были разделены на основные категории, такие как духовные лекарства, духовные материалы, сокровища, талисманы и писания, и все категории также имели подкатегории разных уровней. Ханли мельком взглянул на все категории, прежде чем сосредоточить свое внимание на категории «Писания», где он начал присматриваться. В категории «Писания» было довольно много подкатегорий, и большинство из них содержали методы культивации разных атрибутов. Однако методов культивации для богов-предков было не так уж много. На самом деле, искусств культивации такого рода было даже меньше, чем тех, что были доступны для продажи в море Черного ветра. Что касается высокоуровневых искусств культивации земного бессмертного, то они были еще более редкими. Ханли рылся там около 3 часов, и вдруг его глаза загорелись, когда он увидел метод совершенствования земляной стихии для земных бессмертных под названием «Тайна закалки первичной земли».
Согласно краткому описанию, это было довольно продвинутое искусство культивации, и, достигнув полного мастерства в искусстве культивации, можно было бы как минимум достичь стадии золотого бессмертного. Однако, увидев запрашиваемую цену за это искусство культивации, Хань Ли тут же почувствовал себя подавленным. Владелец искусства культивации просил в обмен зрелый плод зуба огненного дракона. Согласно описанию, это был вид духовного плода, содержащего силу законов огня. Мало того, что найти деревья, которые приносят этот плод, было чрезвычайно сложно, так еще и сам плод требовал десятков тысяч лет, чтобы полностью созреть, как и настоящему райскому плоду. Кроме того, как только плод появлялся, он тут же начинал источать сильный ароматный запах, и часто бывало так, что плод съедали духовные звери, прежде чем он достигал полной зрелости. Следовательно, зрелые экземпляры этого плода были чрезвычайно редки, и спрос на них значительно превышал предложение. Следовательно, ему не оставалось ничего другого, как отказаться от этого искусства культивации и поискать другое. Примерно через час он нашел еще одно искусство культивации земного бессмертного под названием «Искусство морозных ледяных гор». Это было искусство культивации более низкого уровня, чем тайна закалки первичной земли, но это было искусство культивации водного атрибута, поэтому оно очень подходило для окружающей среды в море черного ветра. Однако запрашиваемая цена была столь же высока. В обмен на искусство культивации Хань Ли должен был отправиться на поиски предмета в северный ледниковый регион бессмертных. Продолжительность миссии составляла 100 лет, и независимо от того, был ли найден запрашиваемый предмет или нет, можно было получить искусство культивации, если только он не погибнет в северном ледниковом регионе бессмертных. Хань Ли, естественно, тут же отказался и от этого искусства культивации. В течение дня и ночи он просмотрел практически все искусства культивации, выставленные на обмен, и помимо тех предыдущих высокоуровневых искусств культивации земного бессмертного, ему удалось найти только еще одно искусство культивации под названием «Трактат о тяжелой воде Черного моря». Это было довольно интригующее искусство культивации в том смысле, что оно не только позволяло обрести силу законов воды, используя силу веры, но и можно было использовать для получения тяжелой воды из морской воды. Этот процесс получения также был процессом, с помощью которого пользователи этого искусства культивации могли получить больше бессмертной духовной силы, так что это действительно было убийством двух зайцев одним выстрелом. Согласно краткому описанию искусства культивации, с помощью этого искусства можно было получить 9 уровней тяжелой воды, и теоретически это могло помочь культиватору продвинуться за пределы стадии истинного бессмертного и достичь стадии золотого бессмертного. Причина, по которой было заявлено, что это достижимо только в теории, заключалась в том, что на практике никто не смог этого добиться. Это было не потому, что это искусство культивации было слишком глубоким и трудным для культивации. Напротив, его было гораздо легче культивировать, чем два предыдущих искусства культивации, но процесс получения тяжелой воды был довольно сложным и требовал чрезвычайно много времени. Кроме того, чем дальше человек продвигался в этом искусстве культивации, тем больше времени это занимало. Земной бессмертный, который изобрел это искусство культивации, смог получить только 3 уровня тяжелой воды, что примерно соответствовало количеству воды в небольшом ручье, и даже на это у него ушло почти 500 тысяч лет. В конце концов, он едва смог достичь средней стадии истинного бессмертного, и какое-то время он был посмешищем для всех своих собратьев-даосов. После этого он также не смог вынести черепашьего прогресса в этом искусстве культивации и переключился на другое. По его оценкам, для завершения культивации последующих 6 уровней ему, скорее всего, потребовались бы десятки миллионов лет. Однако Хань Ли это не слишком беспокоило. В конце концов, его целью никогда не было следовать по пути земного бессмертного, и он использовал искусство культивации земного бессмертного только как временное средство для восстановления своей магической силы. Кроме того, именно из-за этого фатального недостатка запрашиваемая цена за это искусство культивации была намного ниже, чем за 2 других. Все, что требовалось в обмен, это любой тип материала, содержащего силу законов. Приняв решение, Хань Ли соединил средний и указательный пальцы, прежде чем приложить их к своей глобелле, и изнутри вырвалась струйка лазурного света, а затем приземлилась на то место, где на пластине массива находился трактат о тяжелой воде Черного моря, где она исчезла из виду. Примерно через 15 минут луч лазурного света был спроецирован в секретную комнату с пластины массива. Появилась проекция мужской фигуры в лазурной маске енота, и его телосложение было удивительно высоким и мускулистым. Он был одет в довольно странную племенную одежду и, похоже, не был человеком. Полагаю, мой трактат о тяжелой воде Черного моря привлек ваше внимание, товарищ Даос? Спросил мужчина, сжав кулак в приветствии Хань Ли. Его голос был очень громким и четким, но говорил он довольно теплым тоном. Хань Ли ответил на приветствие мужчины, а затем ответил: «Действительно».
Я вижу, что вы попросили любой тип материала, содержащего силу законов, в обмен на искусство культивации, но вы не предоставили никакой дополнительной информации. Не могли бы вы уточнить, собрат Даос? Глава 124. Великий земной плод и морской кристалл конденсации. Как и в случае с искусствами культивации, материалы, содержащие силу законов, также различаются по качеству. Поэтому количество предметов, необходимых для обмена на мое искусство культивации, будет зависеть от их качества, сказал мужчина с улыбкой. Хань Ли задумался на мгновение, затем перевернул руку, и на его ладони появился один из тех странных орехов с узорами, напоминающими человеческие лица. Как только предмет был призван, он тут же начал испускать мощную ауру земной стихии. «Устроит ли вас что-то подобное, собрат Даос?» — спросил Хань Ли, взглянув на мужчину. Мужчина слегка вздрогнул, увидев это, и рефлекторно сделал полшага к Хань Ли, но тут же взял себя в руки, натянув на лицо беззаботную улыбку, и сказал: «Этот великий земной плод действительно содержит оттенок силы закона Земли, но он совсем не обилен, поэтому, если вы хотите обменять его на мое искусство культивации, мне понадобится как минимум 10 таких». Великий земной плод, да. Значит, так он называется. Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, когда он отложил эту информацию в памяти, и он не спешил отвечать. Вместо этого он просто смотрел на мужчину в безмолвном молчании. Мужчина внутренне вздохнул, увидев это, думая, что рефлекторный полшага, который он сделал к Хань Ли только что, уже выдал его желание получить эти плоды, и он поправился. Если у вас есть великие земные плоды более высокого качества, чем этот, тогда я могу принять 5 вместо этого. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, услышав это, и он поднял 2 пальца, торгуясь, 2. Это немного неразумно с вашей стороны, не так ли, товарищ Даос? Этот трактат о тяжелой воде Черного моря действительно немного ущербное искусство культивации, но это все еще подлинное искусство культивации земного бессмертного высокого уровня. Я никак не могу обменять его всего на 2 великих земных плода, сказал мужчина, решительно махнув рукой. Хотя это действительно искусство культивации земного бессмертного высокого уровня, я думаю, вы лучше всех знаете, что оно не просто немного ущербное. Из-за своих ограничений это искусство культивации практически бесполезно для подавляющего большинства людей, поэтому, безусловно, 2 великих земных плодов будет достаточно в обмен на него, возразил Хань Ли. Мужчина на мгновение задумался над словами Хань Ли, затем неуверенно произнес: «Боюсь, я не могу принять 2 великих земных плода». Как насчет того, чтобы вы добавили еще 1 и сделали 3 вместо этого, собрат Даос? Хань Ли на мгновение замолчал, услышав это, затем сказал: «Я могу добавить еще 1, но сначала вы должны ответить на мой вопрос». Мужчина был несколько озадачен, услышав это, и спросил: «Ответить на вопрос?» «Это все, что мне нужно сделать, именно так, я уверен, что вы знаете ответ на этот вопрос, собрат Даос», сказал Хань Ли с улыбкой. После некоторого размышления мужчина кивнул и предложил: «Давайте, товарищ Даос». По правде говоря, хотя мне удалось случайно заполучить несколько великих земных плодов, я ничего не знаю об их действии, и я надеялся, что вы сможете рассказать мне об этом, собрат Даос, сказал Хань Ли. Мужчина слегка вздрогнул, услышав это, после чего на его лице появилась кривая улыбка, и он ответил: «Вы обратились по адресу, товарищ Даос. Этот плод очень особенный духовный плод древесной стихии, и ему требуется 100 000 лет, чтобы вырасти в саженец, 1 000 000 лет, чтобы развиться в дерево, и 10 миллионов лет, чтобы принести плоды, содержащие силу законов Земли. Это исключительный материал для обработки высококачественных бессмертных сокровищ и оружия. Спасибо, что просветили меня, собрат Даос. Давайте сейчас завершим этот обмен, сказал Хань Ли со слабой улыбкой. Мужчина ничего больше не сказал, просто молча кивнул. Они оба одновременно подняли руку, и из каждой их ладони появился предмет, затем полетевший к вихрю в центре пластины массива. Разница заключалась в том, что Хань Ли выпустил орех с человеческим лицом, который испускал землисто-желтый свет, а мужчина выпустил древнюю книгу. Как только 3 плода влетели в вихрь, они тут же исчезли без следа. Вскоре после этого из пластины массива возникла вспышка света, и из круглого вихря медленно вылетела древняя книга с темно-лазурной обложкой. Хань Ли протянул руку, чтобы поймать книгу, затем кратко осмотрел ее своим духовным чутьем, и только после того, как убедился, что с книгой все в порядке, он снова повернул взгляд к мужчине. В этот момент мужчина также закончил осмотр 3 великих земных плодов, и он сложил кулак в приветствии Хань Ли, затем исчез на месте. На лице Хань Ли появилась довольная улыбка, увидев это. Он знал, что мужчина немного злится на то, что ему достался худший конец сделки, но ему было все равно. Убрав искусство культивации, он снова обратил свое внимание на пластину массива.
Теперь у него было высокоуровневое искусство культивации земного бессмертного, но ему все еще не хватало материалов, необходимых для создания аватара земного бессмертного. Хань Ли изначально собирался использовать эти великие земные плоды в качестве основного материала для создания своего аватара земного бессмертного, но теперь, когда он решил культивировать трактат о тяжелой воде Черного моря, ему нужно было найти материал, содержащий силу законов воды, поэтому он больше не мог использовать эти плоды. Учитывая его нынешнюю ситуацию, это должно было быть довольно простой задачей. Он поднял руку к разделу «Обмены» на пластине массива, а затем выставил свои великие земные плоды в обмен на материал, содержащий силу законов воды. Судя по его наблюдениям до этого момента, он мог сказать, что, хотя гильдия странников была довольно загадочной организацией, ее деятельность явно не ограничивалась только морем Черного ветра, и у нее должно было быть довольно большое количество членов гильдии. В противном случае не было бы никакого способа создать такую массивную платформу для обмена внутри гильдии. Видя, что так много людей обмениваются вещами на платформе обмена, Хань Ли был уверен, что обменять свои великие земные плоды на материал, содержащий силу законов воды, не составит труда. Сделав все это, Хань Ли взмахом руки убрал проекцию пластины массива, затем сел, скрестив ноги, и достал трактат о тяжелой воде Черного моря для тщательного прочтения. Как он и ожидал, всего за 7 или 8 дней с ним связались несколько человек через его маску, предлагая предметы для обмена на его великие земные плоды. Однако Хань Ли не сразу принял какое-либо предложение. Вместо этого он подождал еще несколько дней, а затем тщательно сравнил все десяток или около того предложений, которые он получил, прежде чем остановиться на материале, известном как морской кристалл конденсации. Материал содержал огромное количество силы законов воды и идеально подходил для использования с трактатом о тяжелой воде Черного моря. Судя по всему, только этот кристалл размером с ноготь содержал эссенцию морского региона радиусом в десятки тысяч километров. Следовательно, он был намного ценнее, чем великие земные плоды, и Хань Ли пришлось обменять практически все свои оставшиеся великие земные плоды и некоторые другие духовные материалы на этот крошечный кусочек кристалла. Как только все было готово, Хань Ли немедленно ушел в уединение. Времена года менялись, и за одно мгновение прошел год, как это часто бывает в истинном царстве бессмертных. В течение этого времени Хань Ли продолжал выращивать цветок рождения души, используя зеленую жидкость, производимую флаконом, а также днем и ночью изучал трактат о тяжелой воде Черного моря, делая последние приготовления к созданию своего аватара земного бессмертного. В этот день в определенном районе морского дна примерно в 10 тысячах километрах от острова Темной завесы. Рельеф морского дна здесь был довольно неровным, образуя ряд скалистых образований, напоминающих подводный горный хребет. Эти скалистые выступы были темно-красного цвета с неровной и бугристой поверхностью и были образованы охлажденной магмой. На морском дне здесь можно было увидеть ряд темных отверстий, и было неизвестно, куда ведут эти отверстия. Это было скопление подводных вулканов, которые извергались очень часто, поэтому этот район очень редко посещался. На некотором плоском участке морского дна находился массивный полусферический синий барьер, который не пропускал окружающую морскую воду, и извне защитного барьера было невозможно увидеть, что происходит внутри. В центре массива, скрестив ноги, сидел никто иной, как Хань Ли. Вокруг него стояло около дюжины крупных каменных колонн высотой около 3 метров, а в центре находился массив огненной стихии, выгравированный из малиновых рун. Спустя долгое время он медленно открыл глаза, и на его лице появилось торжественное выражение, когда он начал что-то читать. Малиновый массив под ним тут же ожил, и десяток или около того каменных колонн вокруг него начали светиться ослепительным малиновым светом. Даже сквозь синий защитный барьер, окружающее морское дно в радиусе нескольких километров, было полностью освещено. Когда он сделал ручное заклинание, земля вокруг него начала грохотать и сотрясаться. Спустя несколько мгновений он издал тихий крик, и на земле в самом центре массива внезапно появились трещины. Эта область была размером около 3 метров, и на земле там не было никаких гравировок. Внезапно трещины отвалились, открывая огромную дыру. Внутри дыры было бескрайнее пространство ярко-красного цвета, и оттуда можно было ясно увидеть волны бурлящей магмы недалеко под землей, а также палящее пламя, горящее над магмой. Это пламя было тусклого красновато-золотого цвета, и это был необычный магматический подземный огонь. Вместо этого это был особый вид огня, известный как глубоководный подземный огонь, и он не только мог смешиваться и сосуществовать с морской водой, но и был во много раз мощнее обычного подземного огня. Из огромной дыры исходили необычайные волны тепла, заставляя окружающую морскую воду кипеть и бурлить. Внезапно Хань Ли появился возле отверстия дыры, затем снова сел, скрестив ноги, прежде чем быстро щелкнуть пальцами по воздуху. Окружающий массив немедленно заработал немного быстрее, высвобождая ярко-красный свет, который непрерывно втекал в дыру.
Магма под землей также начала рябить и течь к отверстию дыры. Из отверстия в земле внезапно вырвался столб светло-золотого пламени, который поднимался винтообразно на 22 метра в воздух, как яростный огненный гейзер, который мог взорваться в любой момент. Серьезное выражение появилось на лице Ханьли, увидев это, и он еще больше ускорил выпуск заклинаний печатей. В результате окружающий массив начал светиться еще ярче, и из массива хлынули струйки красного света, окутывая золотой подземный огонь. Яростный подземный огонь тут же стал более послушным, как будто это был дикий жеребец, которого медленно приручали, принимая всевозможные разные формы по велению Ханьли. Только тогда серьезное выражение Ханьли немного смягчилось, и взмахом руки рядом с ним появился набор материалов разных цветов. Учитывая его нынешний уровень магической силы, он не мог обработать эти материалы, поэтому у него возникла блестящая идея использовать для этого глубоководный подземный огонь. Взмахом руки кусок белой кристаллической руды пронесся по воздуху, прежде чем погрузиться в подземный огонь, и пламя охватило кусок руды по его велению. Спустя неопределенный промежуток времени материал медленно расплавился в шар полупрозрачной белой жидкости. После краткого осмотра он снова взмахнул рукой, и еще один материал влетел в пламя. Месяц пролетел в мгновение ока. К этому моменту почти все материалы вокруг Ханьли уже были обработаны в подземном огне, и они смешались вместе, образовав синий шар размером с мельничный жернов, который медленно катился в огне. Его цвет лица был немного бледным, и он перевернул руку, чтобы вызвать траву облачного журавля, которую он тут же поглотил, и его цвет лица начал медленно улучшаться. В то же время он поднял руку, чтобы извлечь темно-синий кристалл. Кристалл был сверкающим и полупрозрачным, и синее сияние, содержащееся в нем, было ясно видно снаружи. Свет мягко рябил, как вода, и изнутри исходила огромная сила законов воды. Это был никто иной, как морской кристалл конденсации. Ханьли долго смотрел на кристалл и, сделав глубокий вдох, бросил его в подземный огонь перед собой. Подземный огонь охватил кристалл по его велению, и как раз в этот момент на поверхности кристалла внезапно появился слой водянисто-синего света, непрерывно поднимаясь, заставляя весь кристалл напоминать небольшой шар сверкающей воды. Глубоководный подземный огонь был способен с легкостью плавить металл, но его полностью сдерживал этот непримечательный на вид слой слабого синего света. Глава 125. Проявление аватара. Морской кристалл конденсации не проявлял никаких признаков плавления, но Ханьли это не удивило. Напротив, он начал немного волноваться, и он начал читать заклинание, прежде чем резко взмахнуть руками в воздухе. Десятки флагов массива один за другим вылетели из его рукавов, затем выстроились в упорядоченное построение вокруг массива, прежде чем исчезнуть в мгновение ока. В следующее мгновение в окрестностях появились несколько шаров ослепительного пламени, которые один за другим взорвались, и красный свет, исходящий от массива, тут же стал примерно в 2 раза ярче, чем раньше. Бесчисленные красные руны хлынули из массива, образуя потоки красного света, которые слились с подземным огнем. Снизу яростно хлынула обжигающая аура, и окружающая температура снова поднялась, в то время как золотистый цвет подземного огня значительно углубился. Окутанный золотым подземным огнем, поток синего света вокруг морского кристалла конденсации наконец начал замедляться, и свет также исчезал со скоростью, заметной даже невооруженным глазом. Наконец, по прошествии неопределенного количества времени внешняя часть кристалла начала плавиться и приобретать слегка мутный вид. Ханьли был очень рад видеть это, и он еще больше ускорил свои ручные печати. Время шло, морской кристалл конденсации медленно преображался, принимая форму сердца. Визуально он был таким же ярким и чистым, как и прежде, а его поверхность излучала ослепительный синий свет. После минутного размышления Ханьли поднял руку, и шар, в который расплавились все остальные материалы, по его велению полетел вперед, в то время как он другой рукой бросил заклинание печать. Еще один синий массив водной стихии на Земле мгновенно активировался, и ярко засветившись, образуя огромное синее изображение 8 триггером, которое непрерывно гудело. Вся морская вода в радиусе сотен километров начала бурлить и вздыматься, и на поверхности моря появились бесчисленные водовороты разного размера, которые яростно сталкивались друг с другом. Из морской воды появились следы синего света, едва видимые невооруженным глазом, а затем сошлись к Ханьли, испуская невероятно богатые колебания закона воды. Ханьли сделал ручную печать, и бесчисленные струйки синего света полетели к нему, по его велению упорядоченно сливаясь в синий шар. На поверхности синего шара мгновенно начали появляться выпуклости, которые тут же исчезали. Шар медленно удлинялся, постепенно превращаясь в синее человекоподобное существо, за исключением того, что у него еще не полностью выросли конечности, а лицо было совершенно лишено черт.
Хань Ли с торжественным выражением быстро прочитал заклинание, одновременно выпуская серию заклинаний печатей своими руками. Синее человекоподобное существо продолжало менять форму, и, наконец, его конечности полностью развились, а на его лице появились черты, имеющие сильное сходство с чертами Хань Ли. Хань Ли издал громкий крик, когда из его руки вырвалась вспышка лазурного света, окутавшая морской кристалл конденсации рядом с ним, медленно втаскивая его в грудь синего человекоподобного существа, туда, где должно было быть его сердце. Вспышка ослепительного синего света взметнулась в небо из тела синей человекоподобной фигуры, и даже окружающий подземный огонь не смог помешать этому. В то же время из его груди появилась серия синих линий, которые затем быстро распространились по всему его телу, как система меридианов и кровеносных сосудов. По мере того, как все больше и больше синего света сходилось из окружающей области, прежде чем исчезнуть в теле человекоподобной фигуры, его жидкость также быстро переходила в твердое состояние. Не прошло много времени, как в воздухе появилась синяя мужская фигура, и в глазах Хань Ли мелькнул намек на ликование, когда он увидел это. К этому моменту начальная стадия создания его аватара земного божества была завершена, и процесс проходил довольно гладко. Только благодаря наблюдениям, которые Хань Ли сделал над несовершенным аватаром земного божества Ло Мэн и Змея-8, создание его собственного аватара шло так гладко. Однако аватар земного божества только что принял форму, и его нужно было продолжать обрабатывать в подземном огне, чтобы он укрепился. Таким образом, он сделал глубокий вдох и снова начал делать ручные печати. Подземный огонь поднялся и охватил аватара земного божества, образовав огненный шар, чтобы продолжить процесс обработки. Время медленно шло, и 49 дней пролетели в мгновение ока. Внезапно глаза Хань Ли резко распахнулись, и взмахом рукава гигантский огненный шар тут же рассеялся, открывая аватара земного божества внутри. Аватар значительно уменьшился, но стал более плотным, а все его тело испускало водянисто-синий свет, указывая на то, что процесс обработки завершён, но он все еще выглядел не более чем безжизненным пустым сосудом. Следующим шагом был заключительный этап создания аватара земного божества, который включал в себя придание аватару разумности. Подумав об этом, Хань Ли на мгновение осмотрелся, затем перевернул руку, чтобы достать предмет, с которого капала кровь. Похоже, это было сердце какого-то демонического зверя, и его положили на землю рядом с ним. От сердца исходил сильный кровавый запах, перемежающийся своеобразным ароматом. На дне глубокой впадины на морском дне в сотнях километров от Хань Ли находилась массивная черная дыра. Края дыры были невероятно гладкими, и это, казалось, было логово какого-то морского зверя. Внезапно из дыры с оглушительным грохотом вылетела массивная черная тень, оказавшаяся гигантским рыбьим демоном длиной в несколько километров. Все тело рыбьего демона было таким же чистым, как белый нефрит, а на голове было человеческое лицо с пастью, наполненной 2 рядами острых белых клыков, представлявших собой ужасающее зрелище. Рыбий демон на мгновение энергично понюхал, после чего на его лице появилось возбужденное выражение, и он быстро помчался в определенном направлении, как белая тень. Белый рыбий демон был невероятно быстрым, преодолевая несколько километров за считанные мгновения, прежде чем резко остановиться. Примерно в 10 километрах впереди виднелся шар слабого синего света, который испускал манящий аромат его любимой добычи песчаного свиного зверя. Однако в синем свете стоял молодой человек, и хотя его аура была довольно слабой, острое чутье рыбьего демона подсказало ему, что с этим человеком нельзя связываться, и он тут же почувствовал некоторое колебание. Молодым человеком, естественно, был никто иной, как Хань Ли, и на его лице появилась слабая улыбка, хотя его голова оставалась опущенной. Сразу после этого он внезапно исчез с места. В следующее мгновение рядом с белым рыбьим демоном раздался громкий всплеск морской воды, и Хань Ли появился из ниоткуда, затем протянул руку и сделал хватательное движение к рыбьему демону. Вспышка ужасающей силы хлынула вперед, и взрыв прогремел в окружающей морской воде, когда она вырвалась в стороны, создавая область вакуума. Белый рыбий демон был сильно поражен таким поворотом событий, и его тело начало излучать ослепительный синий свет, когда он выбросил вперед пару передних когтей. Рядом забурлила морская вода, и в Хань Ли выстрелил невероятно толстый столб воды. Столб воды был наполнен синим светом, который непрерывно рябил, а изнутри доносились грохочущие раскаты грома. 2 всплеска силы яростно столкнулись посреди оглушительного грохота, и столб синей воды внезапно взорвался, в то время как из воздуха появились несколько дуг синей молнии, прежде чем устремиться к Хань Ли. Эти дуги синей молнии не были настоящей молнией. Вместо этого это была водяная молния, которая была только мощнее обычной молнии. Хань Ли холодно фыркнул и не попытался уклониться, летя прямо к рыбьему демону. Дуги синей молнии мгновенно взорвались, ударившись о его тело, и не смогли нанести ему никакого ущерба.
Белый рыбий демон был явно крайне встревожен, увидев это, и как раз в этот момент Хань Ли призрачным образом появился позади рыбьего демона, не дав ему времени на реакцию, прежде чем ударить его кулаком в голову. Голова рыбьего демона тут же взорвалась, разбрасывая во все стороны внутричерепную жидкость, мгновенно окрасившую окружающую морскую воду в красный цвет. Шар синего света вылетел из моря крови, а затем как можно быстрее умчался вдаль. Прежде чем шар синего света смог улететь далеко, из воздуха внезапно появилась фигура в лазурной мантии, а затем протянула руку, чтобы схватить шар синего света, который содержал не что иное, как душу белого рыбьего демона. Рыбий демон яростно сопротивлялся, но не смог вырваться. Хань Ли взглянул на душу в своей руке, а затем в мгновение отвернулся к синему массиву. Этот рыбий демон был известен как демон чистой девы, и это был крайне редкий водный демон. Чтобы наделить разумностью недавно созданного аватара земного божества, нужно было убить одного из этих демонов на месте, чтобы его душу можно было использовать в качестве катализатора. Хань Ли потратил много времени и сил, чтобы найти такого в последнее время, и ему, наконец, удалось найти чистого девственного демона поблизости. Помимо присутствия здесь подводных вулканов, это была еще одна причина, по которой он решил создать своего аватара земного божества в этом месте. Он сел, скрестив ноги, затем выпустил заклинание печать, и аватар земного божества также сел, скрестив ноги напротив него. Он открыл рот, чтобы выпустить вспышку лазурного света, которая окутала синюю душу в его руке, прежде чем опуститься на макушку головы аватара земного божества. В то же время он быстро бросал серию заклинаний печатей. На его глобелле мерцал полупрозрачный свет, который становился все ярче и ярче, постепенно скрывая черты его лица и придавая им размытый вид. Мелкие бисеринки пота начали медленно стекать по его лбу. Это был непростой для него процесс, и ему приходилось полностью сосредоточиться. Спустя долгое время его глаза резко распахнулись, и из его зрачков вырвались два всплеска полупрозрачного света, как две вспышки молнии, проносящиеся по ночному небу. Затем он сделал ручную печать, и из его глобелы вылетела зеленая искорка света. Это была миниатюрная зеленая фигура, и это было не что иное, как небольшая часть его души. Чтобы наделить разумностью аватара земного божества, он отделил часть своей души, чтобы ввести ее в него. Только тогда он смог бы контролировать аватара земного божества по своему усмотрению. Миниатюрная зеленая фигура в мгновение исчезла в синей душе на макушке головы аватара земного божества, и она немедленно выпустила бескрайнее пространство зеленого света, чтобы окутать синюю душу, как будто первая пыталась ассимилировать вторую. Синяя душа немедленно ответила, открыв пасть, чтобы укусить миниатюрную зеленую фигуру, но зеленая фигура ударом кулака отправила ее в полет. В результате синяя душа врезалась в окружающий лазурный свет, став довольно слабой и ошеломленной от удара. Миниатюрная зеленая фигура схватила синюю душу, затем открыла рот и впилась в душу, прежде чем оторвать кусок от ее тела. Синяя душа тут же испустила мучительный вопль, изо всех сил сопротивляясь, но миниатюрная зеленая фигура была намного сильнее ее, и она вырвала еще один кусок из синей души своим ртом. В мгновение синяя душа была полностью поглощена миниатюрной зеленой фигурой. На поверхности тела миниатюрной зеленой фигуры появились вспышки синего света, и синий и зеленый свет переплелись друг с другом, в то время как зеленая фигура села, скрестив ноги, на макушке головы аватара земного божества. Тем временем Хань Ли продолжал быстро бросать серию заклинаний печатей, которые все исчезали в голове аватара земного божества. Внезапно глаза аватара земного божества резко распахнулись, и в его ранее пустых и бездушных глазах появился намек на жизнь. Хань Ли был очень воодушевлен, увидев это, и он еще больше ускорил свое бросание заклинаний печатей. Одна полоса полупрозрачного света вылетала из его глобелы за другой, прежде чем исчезнуть в голове аватара земного божества, и с каждой полосой полупрозрачного света, которая исчезала в его голове, глаза аватара становились немного живее. Хань Ли не мог ни слегка кивнуть, увидев это. До этого момента все в процессе создания шло очень гладко, и все, что ему нужно было сделать дальше, это ввести сок цветка рождения души, чтобы стабилизировать фрагмент души в теле аватара. Это был самый важный шаг, и он должен был решить, будет ли создание его аватара земного божества успешным или нет. Подумав об этом, он перевернул руку, и над его ладонью появилась темно-зеленая нефритовая шкатулка. В тот момент, когда крышка шкатулки была снята, показалась вспышка ослепительного золотого света, а внутри лежал золотой духовный цветок, похожий на пион. Однако как раз в этот момент в глазах Хань Ли внезапно появился настороженный взгляд. В окрестностях внезапно появились 5 или 6 полос света, и они быстро приближались к нему со всех сторон. Каждая полоса света испускала мощную ауру, каждая из которых находилась на стадии истинного бессмертного.